temple in Vrindavan where there was a big arti going on. Однажды мой духовный брат отправился на арати во Вриндаване в один из храмов. And he led a nice kirtan as the pujari did the arati. В то время как пуджари проводил арати, он провел замечательный киртан. So afterwards, the pujari came up to him and said, "Oh, you're a Westerner, leading a nice kirtan. You just keep doing like that, and you'll be so fortunate that your next life you can be born as a pujari here in Vrindavan." И, закончив свою арати, пуджари подошел к нему и сказал: «О, ты западная, так замечательно поешь киртан. Просто продолжай, если ты будешь действовать таким образом, то в следующей жизни ты обретешь истинную удачу и родишься здесь, во Вриндаване». So Prabhupada was in Vrindavan at that time. That devotee went back to the temple and told Prabhupada what happened. He blessed me that if I keep preaching in the West, that I'll be able to be born in Vrindavan as a pujari. И он, так как Шрила Прабхупада на тот момент также был во Вриндаване, этот преданный вернулся к нему вечером и сказал, что получил благословение от местного пуджари, что если он будет продолжать свою проповедь на западных странах, то впоследствии он сможет родиться и получить рождение как пуджари во Вриндаване. So Prabhupada shot back. You should have told him if he does nice service to the deity in Vrindavan, in his next birth he can take birth in the West. Be part of Lochatan's Sankirtan movement. И тогда очень громко Шрила Прабхупада выпалил и сказал, что ты мог бы благословить ему и передать ему, что если он будет замечательным образом поклоняться божествам во Вриндаване, то, может быть, он удостоится такой чести родиться в следующей жизни на Западе и поучаствовать в миссии Шри Чайтанья Махапрабху. So yes, relatively, these Western births are lower births. И относительно, все же мы можем сказать, что рождение на Западе является более низким. Но это не мешает никому стать святым, так говорится в ведической науке. Just like if one is born poor, that's not disqualification for becoming rich, because there's many people, they are from rags to riches. Their story is rags to riches. И если, например, вы родились бедным, то это не мешает вам впоследствии обрести богатство. Например, много примеров того, что иногда люди рождаются в трущобах, а потом обретают значительное богатство. My grandfather, he was a rags to riches story. He came from, I think he came from Germany to America, and he was so poor that when he arrived in America, he didn't have enough to eat. He had to beg for 3 days to get enough food to eat. И, например, мой дед, когда он приехал изначально, как мне кажется, из Германии в Америку, он был настолько беден, что ему приходилось порой 3 дня просить подаяния, чтобы потом поесть, чтобы у него не было даже еды. But after some time, he invented something. It was actually, when you have oil stored in these big tanks, they used to just cover it with that space of air between the top of the tank and the oil. So a certain amount of that oil would evaporate, and they would lose that oil. So he designed what's called a floating roof concept. The roof floated on the oil, and no oil was lost. He became a millionaire many times over just from that one invention. Но впоследствии он сделал такое изобретение, потому что на тот момент большое количество масла хранилось в цистернах. И если был промежуток между крышкой этого бака и самим маслом, то это масло быстро испарялось. И он изобрел крышку, которая могла непосредственно соприкасаться с этим маслом, таким образом не было этого зазора, и масло не испарялось. И благодаря этому изобретению он впоследствии стал миллионером. And because he was a millionaire, и так как он был миллионером, and I was a growing up boy, я был молодым мальчиком, который рос. Whenever I needed something, I'd go and see him and say, "Grandpa, can you give me the money for? I want to buy a car. I want to go to Mexico. И у меня было много нужд, поэтому, когда я что-то хотел, я отправлялся к нему и говорил: дед, а ты мог бы дать мне денег на то, чтобы я купил машину или отправился в Мексику попутешествовать? He'd always say the same thing to me. И он каждый раз отвечал мне одно и то же. Boy, you invent something, you make your own money, and you go there with your own money.
Сынок, послушай меня, сначала изобрети что-нибудь, заработай свои деньги и отправляйся куда хочешь на свои заработанные деньги. So he was the rags to riches. So in the same way, one can be a very fallen soul, very degraded, but by the combined mercy of Guru and Krishna, one can elevate oneself even beyond the mode of goodness and come to Siddha Sattva, become a Paka, Vaishnava and Vaishnavi. И таким образом он стал примером того, как из нищего превращаются в миллионеры, также личность, несмотря на тот низкий уровень развития, на котором он может находиться, благодаря миссии милости Гуру и Гуранга, эта личность может подняться до гуны благости, а также преодолеть ее и достичь трансцендентного уровня. Yata kasyan natam yati kamsham rasa vidanataha ta diksha vidanena dvijatam jayate nunam. As bell metal when mixed with mercury is transformed into gold, a person, even though not golden pure, can be transformed into a Brahman or a Vaishnava simply by the process of initiation, diksha. Так же, как и колокольный металл, когда смешивается с ртутью, превращается в золото, также и личность, которая изначально нечиста, может трансформироваться и превратиться в брамана или дважды рожденного просто благодаря процессу инициации.